Почему выгодно использовать инфракрасные теплые полы? Решение установить такую конструкцию пола у себя дома многие принимают благодаря ощутимым выгодам, которые несет в себе ее последующее использование. Во-первых, человеческий организм лучше воспринимает данное инфракрасное излучение. Нагревается не воздух, как при стандартном отоплении, а предметы, расположенные в комнате. Сперва нагревается пол, а затем даже при пониженной температуре тепло будет ощущаться за счет процесса конвекции, подогрев воздуха от предварительно разогретых окружающих предметов. Во-вторых, такая конструкция позволит снизить траты на отопление, создавая при этом комфортные условия для нахождения в помещении. Обычно внутренняя температура при использовании инфракрасного излучения ниже на 23 градуса по Цельсию, так что расходы на отопление будут ниже, а это весьма значительный факт. В-третьих, помещение не просто отапливается, создается оздоровительный эффект, ионизируется, что способствует избавлению от многих вирусов и бактерий. Кроме того, действие инфракрасного излучения избавляет от неприятных запахов. Такой вид излучения широко используется в медицине при лечении многих болезней. Дополнительно к этому отлично снимается нервное напряжение. При этом уровень электромагнитного излучения находится практически на нуле. Возможно, недостатком покажется высокая стоимость согревающих материалов, но этот недостаток компенсируется простой установкой и быстрым монтажом. Стоит обратить внимание и на то, что трудоемкость работ в этом случае ниже, чем при реализации решения установить кабельные системы. Главную управленческую функцию выполняет терморегулятор, иными словами прибор, регулирующий температуру пола. Устройство позволяет проводить включение и отключение, вести контроль уровня температуры нижнего покрытия и воздуха через установленную систему датчика. Именно из-за того, что режим обогрева можно предварительно запрограммировать, инфракрасный теплый пол, управляемый регулятором, забирает небольшой процент электроэнергии. Когда происходит набор необходимых показателей, система автоматически отключается и начинается постепенное снижение температуры. Ниже исходных параметров датчики срабатывают и отправляют сигнал системе, после чего процесс нагрева начинается снова. Виды терморегуляторов. Существующие модели различают по цене и принципу управления. Известны следующие варианты. Электромеханические. Наиболее простая система, надежная и недорогая. Электронные. Отличаются удобством в управлении и высокой точностью. Программируемые. Этот вариант дорогостоящий и представлен сложными приборами, но тем интереснее его использование, позволяющее создать различные усложненные алгоритмы для последующих действий системы отопления. Конкретно этот вариант советуют применять в квартирах или загородных жилых строениях. Если же речь идет о промышленных сооружениях или технических, а также нежилых помещениях, ванных комнатах, балконах, лоджиях, то здесь вполне подойдет механический термостат. Место расположения термостата выбирается произвольно. Чаще всего его располагают на стене так, чтобы было удобно до него добраться. Численность терморегуляторов и данные вырабатываемой мощности имеют прямую зависимость от размеров подключаемой обогревающей системы. Какие финишные отделочные покрытия подходят к инфракрасному полу? Верхним финишным слоем под инфракрасный пол может служить любое покрытие – плитка, керамогранит, паркет, линолеум, ламинат и так далее. В связи с этим стоит заметить, что при выборе ламината или линолеума устраивать выравнивающую стяжку уже не придется. Работы проводятся сухим методом. Одновременно большинство людей считает необходимым использовать такую систему под плитку, которая в принципе для многих представляется холодным материалом, но имеет высокую теплопроводность и в паре с напольным обогревом создает отличный утепляющий эффект, что высоко ценится в таких помещениях, как кухни, ванные комнаты и коридор, где всегда необходимо дополнительное тепло. В то же время нужно учитывать и то обстоятельство, что верхние покрытия, устраиваемые по нагревательной системе, подразделяются на жесткие и мягкие материалы. Для определенных видов покрытий
предусмотрена своя система монтажа теплого пола, определенные модели и, соответственно, варианты технологий. Например, под ту же плитку больше подходят стержневые модели саморегулирующихся образцов. А вот мягкие материалы, в качестве примера можно взять ламинат или линолеум, предполагают устройство пленочных и инфракрасных полов с обязательным настилом промежуточного слоя из фанерных листов или древесно-волокнистых плит. Преимущество инфракрасного напольного обогрева. Конструкция имеет большой выбор преимуществ, в связи с чем и пользуется большой популярностью. На выбор использования дополнительной нагревательной системы в домах оказывают влияние следующие факторы. Возможность обогревать локальные зоны. Нагреватели можно располагать произвольно, в конкретных точках. Это в большой степени определяет фактор рационального расходования материалов в процессе монтажа и четко отражает экономию электроэнергии в процессе эксплуатирования системы. Отличительная черта инфракрасных полов – воздействие непосредственно на поверхность предметов, предназначенных для нагрева, и отсутствие осушающего воздействия на внутренний воздух. Это объясняет, почему такой способ более рационален для жилых помещений. Система нагрева не боится резких холодов, и при длительном отсутствии владельцев в зимний период, что часто случается в загородных домах, прекрасно срабатывает в момент включения, когда те возвращаются с наступлением весны. Немаловажным фактором при этом становится быстрое достижение комфортной температуры при вводе системы в действие, благодаря низкой тепловой инерционности, значительное снижение расходов на электричество, возможность смонтировать конструкцию самостоятельно, высокая скорость монтажа. Даже при самостоятельном проведении работ это не займет много времени. Подогрев происходит по всей высоте помещений с достижением максимально теплового комфорта в нижней части. Значительным преимуществом считается быстрый демонтаж нагревателей и перенос их для установки в другом месте. Этот фактор позволяет полам считаться достаточно мобильными. Плюсы можно записать и предоставленный выбор системы конструкции. Существует два основных вида – инфракрасный пленочный пол и стержневой. Первый, соответственно, изготавливается из пленки и представляет рулонный материал. Второй, стержневой, представляет стержни, сделанные из карбона и соединенные тонкими проводами, где применяют систему инфракрасного пленочного пола. Использование пленочного электричества инфракрасного пола рассчитано преимущественно на районы, где мягкий климат, и на момент межсезонья, когда уровень уличной температуры средний. Несмотря на то, что основной областью применения системы пола являются жилые и общественные помещения, его монтируют и в хозяйственных сооружениях. Объектами становятся гаражи и теплицы или постройки, требующие отопления, но не имеющие возможности получить его централизованным образом. Широкое применение инфракрасной пленки в конструкции теплого пола используется в сельском хозяйстве. Местами монтажа являются инкубаторы и ясли для выращивания молодняка. В более обширных объемах систему инфракрасного пленочного пола применяют на аэродромах в качестве элемента защиты от обледенения взлетно-посадочных полос, на автостоянках и открытых спортивных площадках. Конструкция инфракрасных полов и принцип их работы. В случае применения пленочного варианта помещение нагревается благодаря работе термоэлементов, расположенных непосредственно в пленке и пропускающих через себя электрический ток. Инфракрасный теплый пол представляет собой простую конструкцию. Электроэнергия движется по проводам до исходной точки нагревательных элементов. Сама пленка имеет отличное изолирование, хорошо герметизированная и не пропускает воду. Обладает специальным ламинированным покрытием из противопожарного состава. Это делает ее пожаробезопасной. Подключение конструкции к сети происходит параллельно через установленный отдельно терморегулятор. Если пленке вдруг будет случайно нанесен механический вред, поврежденное место отключится. Но зато все остальные участки пола будут исправно выполнять свои функции. В квартире, где проведена качественная теплоизоляция,
Потребление энергии всегда выходит в пределах нормы. Температурный контроль производится системой с помощью установленного терморегулятора. Необходимую температуру владельцы устанавливают сами. Конструкция и присутствие в ней различных технических особенностей полностью исключают возможность появления эффекта электромагнитного излучения в процессе эксплуатации покрытия теплого пола. При нагреве пленка излучает длинные потоки инфракрасных лучей, благотворно воспринимаемые человеческим организмом. Чтобы координировать прогрев и исключить возможность нагрева потолка, при устройстве пленки монтируют теплоотражающую подложку, отражающую идущие тепловые лучи в одно направление – в квартиру. Пленочный инфракрасный пол, устройство и монтаж. Инфракрасный пленочный теплый пол представляет рулонный материал. Он характеризуется как паста карбона, плотно запаянной внутри полипропиленовой или полиэстероловой пленки. По краям полотна идут токопроводящие серебряные и медные полосы. По этим полосам, или как иначе шинам, по направлению к углеродному материалу движется электрический ток. В результате прохождения его через карбон происходит образование большого количества тепла. Полосы, как уже известно, расположены посекционно, по несколько элементов на секцию. Каждая секция абсолютно независима в работе и может быть легко удалена. Это придает монтажу дополнительное удобство, так как дает возможность производить различные конфигурации для удобного расположения покрытия. Основное достоинство пленки состоит в том, что она применима под любое финишное покрытие, и в случае устройства плитки не требует дополнительного выравнивания стяжки. Недостатком можно считать болезнь перегрева, однако процесс плавления наступает при 200 градусах по Цельсию. Некоторые потребители в качестве недостатков называют высокую цену и необходимость кропотливого соединения полос специальными зажимами. Впрочем, данные недостатки компенсируются отсутствием надобности в проведении мокрых процессов стяжка и качественной работой системы после окончательного монтажа. Средний срок службы, который имеет пленочный инфракрасный теплый пол, составляет 10 лет. Непосредственно произвести монтаж пленочного пола можно своими руками, а это уже экономия средств и в значительно короткие сроки, практически за один день. Чтобы правильно определиться с монтажом, нужно предварительно набросать план помещения, где будут проводиться работы, определить места расположения мебели и точку установки терморегулятора. Полосы пленки монтируют на свободных зонах пола. Укладка проводится с полным заполнением означенных зон. Интенсивность нагрева выбирается в зависимости от вида отопления. Оно может быть либо основным, либо дополнительным. В любом случае, правильный подход к данному вопросу – это путь к достижению оптимального комфорта. Выбор моделей пленочного инфракрасного пола зависит от их мощности – от 150 до 200 Вт на квадратный метр. Под плитку рекомендуется устраивать более мощный вариант, поскольку это отделочное покрытие быстро забирает тепло и становится холодной, несмотря на соблюдение в доме одинакового температурного режима. Монтаж инфракрасной пленки. Монтирование инфракрасной пленки проводится при соблюдении главных правил. Одно из них – снижение тепловых потерь через поверхность пола и стен. Для этого пользуются ленточным утеплителем, уплотненным по периметру. Дополнительно проводится устройство слоя теплоизолятора, причем его устройство проводится по всей поверхности. Для эффективности используют теплоотражающий материал, фольгу или металлизированную прослойку. Крепление производится на клей. Кроме этого, советуют применять специальный скотч или отдать предпочтение монтажным скобам. Термопленка раскатывается согласно плановым размерам. Медная полоса располагается внизу. Необходимо отслеживать случайные скопления воздуха. Самый оптимальный выбор укладки – разворот контактов к точке установки терморегулятора. Промежуток между полосами контролируется. Например, под линолеумом он составляет 1 см, чтобы инфракрасный теплый пол был более плотным. В то же время нужно избежать перехлестов. Стержневой инфракрасный теплый пол. Монтаж.
Стержневой инфракрасный теплый пол получил свое название благодаря форме, которую создают нагревательные элементы. Система является саморегулирующей, поскольку конструкция представляет изолирующий стержень, который содержит в себе композитный материал из состава карбона, серебра и графита. Инфракрасные стержни соединяют изолированные медные провода. Подключение нагревательных элементов является параллельным, то есть при нанесении повреждения даже одному элементу система перестанет функционировать. Это принято считать минусом для данного вида теплого пола, но это компенсируется повышенной экономией в эксплуатации, в отличие от других конструкций. Под стержневым теплым полом требуются ровные основания. Как и в случае пленочного пола, таким же образом устраивается теплоизоляция. Основные маты раскатывают и помещают с промежутком 15-20 см от стен. При раскате следят, чтобы провода не переплетались. Крепление стержней аналогично пленочному виду. Отличием является вырезка окошек в теплоизоляторе для связки уложенных верхних стержней с черновым основанием. Расположение имеет шахматный порядок. Общий процент окошек до 25% от теплоизолирующей площади поверхности. Мобильный теплый пол. Когда речь заходит о выборе определенного типа инфракрасного пола, основным аргументом в пользу пленочного вида становится его мобильность. Как уже известно из предыдущих разделов, пленочный инфракрасный теплый пол собирается из отдельных частей, каждая из которых является независимой от общей системы и в случае повреждения не несет полного отключения, как в случае со стержневым типом. Более того, отсоединенные части могут работать автономно. Это позволяет использовать отдельные части пленочного пола в качестве накладок для кресел или ковриков под ноги.